Здравствуйте, зрители моего канала. Поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. И хочу показать вам свою коллекцию анимационных фильмов, которые сняли известные режиссеры. То есть режиссеры, которые обычно снимают фильмы с живыми актерами. Это по-другому называется игровое кино или live-action. Вот, и в моей подборке будут анимационные фильмы от этих режиссеров. Их опыт в анимации. То есть будут такие режиссеры, как Стивен Спилберг, Тим Бертон, Уэс Андерсон, Роберт Земекис, Джордж Миллер, Гор Вербински, Зак Снайдер и Джон Фавро. И начать я хочу со Стивена Спилберга и его фильма «Приключения Тинтина. Тайна единорога», где режиссером картины выступил Стивен Спилберг, а продюсером Питер Джексон данной картины. Ну, Стивен Спилберг также был продюсером. Это у нас экранизация известных комиксов бельгийских. И это единственный опыт Стивена Спилберга в анимации из более 30 его фильмов. Снят данное кино в компьютерной анимации, и получилось достаточно хорошим в плане картинки. Далее переходим к следующему режиссеру. Это режиссер Тим Бертон. И он снял два анимационных фильма. Оба в жанре стоп-моушен или кукольной анимации. И оба фильма есть у меня в коллекции. Первый фильм — это «Труп невесты». Данное издание появилось у меня совсем недавно. И это был первый опыт Тима Бертона в качестве режиссера анимационного фильма. Потому что до этого он работал в качестве продюсера над «Кошмаром перед Рождеством». И это у нас фильм «Труп невесты». И также у него есть и второй анимационный фильм. Это у нас фильм «Франкенвинни». Это анимационный ремейк его ранней картины. Видим здесь саму собаку Франкенвинни. И такие вот два фильма от Тима Бертона анимационных: «Труп невесты» и «Франкенвинни». Оба в жанре кукольной анимации. Переходим к следующему режиссеру. Это у нас режиссер Роберт Земекис. Он снял 3 анимационных картины, но из 3 картин у меня пока в коллекции есть только одна. Это фильм «Беовульф», который снят в компьютерной анимации CGI. Такое вот издание. Также помимо «Беовульфа» он снял фильмы анимационные «Полярный экспресс» и «Рождественская история». Но данная картина пока у меня нет в коллекции. А это у нас фильм «Беовульф». Далее следующий режиссер. Это у нас режиссер Уэс Андерсон. И он снял пока 2 анимационных ленты, обе из которых у меня есть в коллекции. И первая картина — это «Бесподобный мистер Фокс». Это у нас опять же, как и у Тима Бертона, стоп-моушен или кукольная анимация. Видим внутренний арт. Это был первый опыт Уэса Андерсона в качестве режиссера кукольной анимации. И также есть второй фильм. Это у нас «Остров собак», где он также выступил режиссером. Такая же картинка. И карточки.
Здесь у нас собаки. Человек. Еще собаки. И с обратной стороны другие уже собаки. И последняя карточка. И это был режиссер Уэс Андерсон. Картина у него получилась в его стиле, как он любит снимать, и тоже достаточно хорошие. Уэс Андерсон. Далее, следующий у нас режиссер Джордж Миллер, которого вы можете знать по фильмам про Безумного Макса. И он также решил в 2000-е годы попробовать себя в анимации. И первый фильм это «Делай ноги». Такая вот картина. И также есть и вторая часть «Делай ноги 2», режиссером которой также выступил Джордж Миллер. Здесь у нас такое же изображение. И 2 диска. И для Джорджа Миллера анимация оказалась достаточно успешной, потому что за фильм «Делай ноги» Джордж Миллер наконец-то получил Оскар за лучший полнометражный анимационный фильм. Что наконец-то принесло ему Оскар. Далее. Следующий режиссер это у нас Зак Снайдер, которого вы можете знать по фильмам DC, а также по фильмам 300 спартанцев и некоторым другим. И вот он в начале 10-х годов решил попробовать себя также в анимации. И снял компьютерной анимации фильм «Легенды ночных стражей». Это пока единственный опыт Зака Снайдера в анимации. Далее. Гор Вербински со своим фильмом «Ранго». Здесь мы можем видеть, что Гор Вербински это режиссер «Пиратов Карибского моря», а точнее первых 3 частей. И он также себя решил попробовать в анимации. Это у нас также компьютерная анимация. И для Гора Вербински, так же как и для Джорджа Миллера, опыт в анимации оказался успешным, и он получил за данную картину Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм. И здесь, так же как и в «Пиратах Карибского моря», здесь главного героя там играл, а здесь озвучивал Джонни Депп. И, наконец, последний фильм, который я хочу показать, это фильм Джона Фавро «Король Лев». (2019 года). С этим фильмом сложно, потому что он позиционировался типа как live-action ремейк, но все звери здесь сделаны на компьютере, поэтому данное кино считается анимационным фильмом. И данный фильм благодаря этому является самым кассовым анимационным полнометражным фильмом вообще. Это далеко не все картины анимационные, которые сняли известные режиссеры. Так из последнего в 2022 году известный режиссер Гильермо Дель Торо выпустил свой полнометражный анимационный фильм «Пиноккио», который так же, как и для Джорджа Миллера и для Гора Вербински, принес Оскар для Гильермо Дель Торо. Такая вот история. Но Пиноккио у меня в коллекции нету. А на этом пока все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. С наступающим вас Новым годом, с Рождеством.
И пока.